Койоты – опаснейшие животные, имеющие важную экологическую роль. Они выполняют роль санитара для оленей, изымая из их стад больных, раненых и генетически неполноценных животных. И как и любой хищник, койот имеет строго определенное место в экологическом равновесии. Сегодня мы с вами посмотрим на койота в действии и, наконец-то, разберемся, кто же на самом деле способен составить ему конкуренцию. Это койот в деле. Да начнется охота! Койот против крыс. Этот койот только что поймал крысу и пытается унести ее к себе домой, но жертва выпрыгивает из его пасти. На удивление, так удалось сделать несколько раз, но вот в третий хищник сбежать не позволил. Безумно можно быть первым, безумно можно через стены. Только взгляните на эту необычную технику охоты. Я думал, что он с таким прыжком собрался лететь куда-то вдаль, а койот решил иначе. Чем-то мне этот койот напоминает домашнюю кошку, которая пытается поймать крысу. Но вы только взгляните на его движение. Койот против енота. Бедного енота окружили со всех сторон. Он даже не знает, куда ему бежать, и пытается следить за своей спиной, чтобы там никого не оказалось. К счастью, ребята были не голодны и решили пощадить малыша. Похоже, оба товарища ненавидят друг друга. Еще и такая встреча неожиданная. Вышли на ночной перекус и встретились в одном месте в одно время. Я, конечно, все понимаю, страх, все дела, но что мешает еноту просто перепрыгнуть через забор и спрятаться от койота? Койот против змеи. Из-за высокой травы я бы даже не заметил, что там сидит гремучая змея. Но этого койота так не проведешь. Он нашел свою жертву и пытается осторожно к ней подойти. И ему есть чего бояться, ведь такие змеи ядовитые. К сожалению, у нас нет продолжения этого видео, и нам остается лишь гадать, чем все закончилось. Видимо, ради веселья койот убил змею и не стал ее есть. Но спустя 4 дня на это же место пришел енот, который заметил готовую добычу. Ну а чего добру пропадать? Койот против индейки. Индюки хорошо справляются со змеями, но похоже, что перед койотами они слишком слабы. И здесь хищник разделывается со своей добычей за считанные секунды. Охотники заметили группу койотов неподалеку, и им захотелось поймать хищника. В качестве приманки ребята использовали резиновую индейку, которую нацепили на палку, создав вид, будто настоящая птица гуляет по лесу. К счастью или сожалению, из-за плохого обзора видимости мужчина не успел выстрелить в койота. Койот против гуся. На этом снимке койот тянется к гусю, дабы вцепиться в него. К сожалению, нам неизвестна дальнейшая судьба птицы. А как вы думаете, чем все закончилось? Напишите в комментариях. Зачем искать добычу на суше, когда в местном водоеме столько гусей? Вот поэтому койот и решил прогуляться до озера, да поймать одну из птиц. Происходит все это дело на кладбище. Прямо посреди этого места был замечен койот, который пугал местных гусей. Кажется, что теперь они там больше летать не будут. Койот против оленя. Койот пытается утащить маленького олененка, но 3 крепких богатыря защищают детеныша изо всех сил. В какой-то момент хищнику почти удалось закончить свою охоту, но чудом олени успели помочь малышу. Койот уже поймал оленя и готовится прокусить ему шею, но взгляните на это. Жертва из последних сил вырывается из мощной хватки хищника и пытается убежать.
Даже сороки взволнованы происходящим. К сожалению, из-за того, что камера болтается, не видно, успел ли бедняга уйти от своей смерти. Хищник пытался напасть на оленя, но тот яростно сопротивлялся, и, к сожалению, сегодня кто-то остался без еды. Здесь койоту даже не пришлось охотиться. Он нашел раненого оленя. Остается лишь сесть и начать перекус. Но взгляните на этого беднягу. Такое ощущение, будто животное вообще не обращает внимания на то, что его пожирают изнутри. Охотники понимают, что у оленя есть огромные мощные рога, которыми он может с легкостью убить их. Поэтому ребята нашли хорошее решение. Они объединились ради охоты, а совместная работа дала свои плоды. Койот против белки. Койот нападает на черную белку. Ему удалось поймать свою добычу. Но по непонятным причинам, то ли от радости, то ли от чего-то еще, он роняет маленького зверька. Да, вот уж точно дырявый рот. Белка гуляла возле полицейского департамента. Ну, может, заявление на кого-то написать хотела. Вот только бандит не дал ей дойти до копов. Этот койот с таким спокойствием гуляет в присутствии людей. Да, ему удалось без особых усилий поймать белку, но, глядя на него, все становится понятным. На бедняге много клещей, да и кожа в целом какая-то больная на вид. Так что, если встретите этого животного в жизни, не подходите к нему. Койот против кошек. Кошка спокойно спала возле дома. Казалось, что все хорошо, пока из ниоткуда на нее не напал койот, которому потребовалось меньше минуты, чтобы разделаться со своей добычей. Этот койот нашел черную кошку, которая ярко выделялась на фоне белого снега. Он тут же напрыгнул на нее и начал душить, в то же время нанося ей серьезные травмы. К сожалению, спастись бедняжке не удалось. Кошка уже прижата к стене и не знает, куда ей бежать. Непонятно, почему койот постоянно поглядывает в сторону, будто его кто-то зовет обратно. Спустя несколько секунд хищник просто бросает охоту и куда-то убегает. Койот против собак. Койот на полной скорости мчится к питбулю, перепрыгивая через забор. Похоже, что собака тоже заинтересована в драке и бежит навстречу хищнику. Немножко постояв, посмотрев друг на друга, друзья решили мирно разойтись. Лично я думал, что пес будет агрессивнее и нападет на койота, но все закончилось хорошо. Маленькая чихуахуа просто гуляла на заднем дворе, пока к ней в гости не пожаловал койот. Он схватил собачку и попытался убежать с ней. Псу повезло, что хозяева успели быстро среагировать и отпугнули хищника. Койот против опоссума. Здесь опоссум вообще не был готов к нападению. Он спокойно отдыхал, пока не заметил перед собой койота. На секунду хищник скрылся за деревом, что ввело зверька в замешательство. К сожалению, такая ошибка стала для него роковой. Расслабьтесь, здесь опоссум просто сделал вид, что мертвый. Ровно через 40 минут зверек спокойно встанет и уйдет домой, как ни в чем не бывало. Больше всего меня смущает один вопрос. Почему койот не съел его? Может быть, вы знаете? Койот против кролика. Пришло время доставать свои запасы. Именно так подумал этот койот, который пришел к людям в их огород и выкопал из земли мертвого кролика. По всей видимости, хищник заранее его закопал. Вот продуманный, конечно. Вот такая тихая охота у этого парня. Он тихо крадется и вынюхивает кролика. Стоит ему найти добычу, как койот тут же хватает его и забирает к себе домой. Койот против курицы. Койот заходит во двор и гоняется за курами. Думаю, здесь все понятно, для чего он все это затеял.
Но курицы оказались быстрее и успели спрятаться от хищника. Чуть позже пришли собаки, чтобы наказать обидчика, но тот уже успел сбежать. Здесь все закончилось не так хорошо, как хотелось бы. За 6 минут этот койот убил 10 цыплят. Местные жители даже не знали, что в их области водятся такие хищники. Поэтому, если у вас есть домашние птицы, то будьте бдительны и не оставляйте их без присмотра. С вами был Царь зверей. До скорого!